Привет, это я. После 5-летнего перерыва пытаюсь осваивать серфинг. И происходит это дело в совершенно райском месте на берегу Тихого океана. Но до него нас ждет небольшое, но насыщенное путешествие по стране. Мы увидим и исследуем 3 абсолютно не похожих друг на друга города, парочку первоклассных закатов, попробуем всякой еды, пообщаемся с интересными людьми и в целом увидим настоящую и разнообразную Мексику. В общем, классика тревел-бложного жанра. И начинаем мы наше путешествие с Мехико-Сити. Сюда мы прилетели после нашей потрясающей мини-экспедиции в Гватемалу и прилетели, скажем прямо, не без приключений. Судя по всему, в день нашего вылета в Гватемале вымерли все принтеры, что в отеле, что в аэропорту, и нам не удалось распечатать свою электронную визу. А мексиканцы на таможне не сильно любят смотреть на документы у вас в телефоне, поэтому нас в сборе отвели в отдельную комнатку, где сидели разные потенциально нелегальные мигранты, отодвинули вещи, заставили убрать телефоны и писать просто огромную объяснительную о причинах нашего въезда в страну, о том, сколько у нас с собой денег и кого мы вообще знаем в Мексике. В общем, ребят, если влетаете в Мексику, печатайте все, что можно. Они любят только старые добрые бумажки. Вот. Но начнем мы с крохотной исторической справки о столице этой страны. Мехико-Сити находится в высокогорной долине на месте древнего озера Тескока. На острове посреди озера ацтеки в XIV веке построили свою столицу Теночтитлан и накопали целую систему каналов для перемещения по районам. Но уже в XVI веке сюда заявились испанцы и с 2 попыток завоевали город. Со временем частично осушили озеро, потому что, видите ли, система каналов оказалась слишком сложной для их градоустройства. А на месте самого большого храма ацтеков сделали католический собор. И вот эта вот площадь Конституции, она же площадь Зокола, как называют ее местные, была историческим центром города и при ацтеках, и при испанцах, и сейчас вот при независимой Мексике. Независимой от Испании страна стала в 1821 году, и с тех пор Мехико неизменная столица. На сегодняшний день это огромный мегаполис на 9 миллионов человек. А со всеми пригородами тут живет почти 25 миллионов, и это 9-я по населению агломерация в мире. Очевидно, что с такой богатой историей город огромный и разнообразный. Тут вам и бизнес-центры, и современная архитектура, и неблагополучные жилые районы. Ну и, конечно, в историческом центре просто безумно красивое здание колониальной эпохи, разглядывая которое я, собственно, и провел все утро. В интернетах бытует достаточно много мнений о том, что Мехико-Сити – это не самый безопасный город для посещения туристами. Но это настолько субъективное и относительное суждение. Например, если сравнивать с каким-нибудь небольшим городком где-нибудь в Швейцарии, то да, действительно, тут есть районы, в которые лучше не соваться туристу, обвешанному всякими дорогущими камерами. И, кстати, раз уж мы заговорили об этом аспекте, позволю себе напомнить вам, что безопасность своей квартиры или офиса можно обеспечить с помощью умной охранной системы Ajax. Ajax – это по-прежнему набор беспроводных девайсов, которые управляются с мобильного приложения и позволяют следить за безопасностью в вашем доме. Самое полезное, на мой вкус, из них – это Motion Cam, камера, которая присылает серию снимков на смартфон, если видит движение в комнате, но при этом не реагирует на мелких животных. И Leaks Protect – это датчик, который реагирует на воду и сообщит, если у вас вдруг что-то протекло, чтобы вы не затопили свою квартиру, ну и соседей снизу заодно. Кстати, этот самый датчик вы получите в подарок, если закажете установку Ajax по ссылке в описании до 15 августа. Установка системы займет в районе получаса, и это можно делать даже после ремонта. Я думаю, вы поняли, что к чему. Ссылка на стартовые наборы Ajax в описании видео, собственно, как всегда. Ну а я погнал в свой быстрый однодневный марш-бросок по интересным и, надеюсь, безопасным местам Мехико-Сити. Забегая наперед, все места, в которые я отправился в этот день в Мехико-Сити, были вполне безопасны. Но зато я умудрился оформить целый хет-трик настоящих туристических обломов. И первый из них ждал меня в парке Сошимилько. Сошимилько – это не только тихий зеленый парк, в который стягиваются отдыхать местные жители. Это прежде всего одноименное древнее озеро и часть оставшихся каналов, тех самых, которые копали ацтеки и со временем осушили испанцы. Они под защитой всем хорошо известного ЮНЕСКО, и по ним туристов возят на разноцветных деревянных лодках под названием трахиньеры. И вот это вот все мероприятие рекомендуется очень многими путеводителями по Мехико. Ради этого я сюда, в общем-то, и приехал. Ближайшая по карте лодочная станция находится в здешнем экопарке. Но
как-то тут немного пустовато. Судя по всему, мой водный план с треском провалился. Но хорошо, что у меня всегда с собой есть девайс, с помощью которого я могу осуществить, так сказать, вторжение с воздуха. Так, ну что могу сказать? Пока что с воздуха ничего особенного я не вижу. Если отбросить в сторону историческо-ацтекский контекст, то сверху это похоже на обычную сельскую местность с речками, огородами и небольшими зелеными островами. С одним из них тут связана довольно жуткая история. Сейчас включу чуть более подходящую музыку и все расскажу. В середине 20 века на одном из островов жил одинокий мужчина, и к его острову прибило тело мертвой девочки. Он от этого факта малость потерял рассудок и начал обвешивать остров куклами, чтобы отогнать ее дух. Не знаю, как насчет отпугивания духов, но место стало выглядеть очень стрёмно. И тем самым привлекать туристов. И они начали привозить и вешать свои игрушки, делая вид этого острова еще более криповым. Но самая жуткая часть истории в том, что в 2001 году того самого одинокого обитателя нашли утонувшим возле этого самого острова. Многие местные по-настоящему поверили в какое-то проклятие, но возить толпы туристов сюда не перестали. Все же это самое популярное место Сошимилько. Но до этого острова на дроне я не долетел, а каналы с воздуха меня, мягко говоря, не впечатлили. И сравнение, возможно, совершенно дурацкое, но мне больше нравятся каналы в городе Вилково, который в Одесской области. Они выглядят гораздо живописнее, хоть и копали их, конечно же, не ацтеки. Ну а Сошимилько, возможно, выглядит поинтереснее с воды, но так, чтобы прям рекомендовать ехать сюда всем, кто попадает в Мехико-Сити, я бы, наверное, не стал. Вот. Ну я погнал дальше. Второй облом поджидал меня недалеко от центра, в районе Койоакан. Это немногоэтажный и ухоженный райончик, в котором живет местный средний класс. В целом он довольно скучный, и туристов сюда притягивает одно здание, которое очень резко выделяется на фоне остальных своим цветом. Вот этот вот прям агрессивно синий дом у меня за спиной, наверное, одно из самых известных зданий во всем Мехико-Сити. Это дом-музей знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. И судя по очереди на входе, потому что все билеты на сегодня были распроданы онлайн еще вчера, желающих зайти и посмотреть на ее жилище тут предостаточно. Мне посоветовали купить билет на завтра прямо сейчас, если они еще, конечно, остались, но завтра я уже буду в другом месте. В общем, вышел небольшой облом. Поехали дальше. Такой ситуации точно не произойдет с музеем, в который я сейчас иду, потому что это самый большой музей в Мексике и один из самых больших вообще на территории всех Америк. Музей антропологии Мексики занимает целых 8 гектаров, и он по площади 8-й в мире, уступая только всяким Луврам и Эрмитажам. А среди антропологических музеев ему равных на планете нет. Музей просто гигантический, как будто взяли все статьи о Мексике с Википедии и распечатали их на 3D принтере. Тут хранится самая большая в мире коллекция артефактов о коренном населении Америки. В 23 залах более 600 тысяч экспонатов. От древних людей и останков животных до рисунков и целых кусков древних городов. И вроде бы, как говорится, ничто не предвещало, но как только я направился к одному из самых известных экспонатов, солнечному камню ацтеков, который я по ошибке представил за календарь майя в своем видео о штате Юкатан, охрана быстро попросила всех на выход, потому что из-за пандемии заведение закрывалось на 2 часа раньше. И получается так, что я провел в этом огромном музеище меньше часа. И с третьим обломом за пазухой отправился обратно в центр. Фух. Под конец дня хочется немного выдохнуть, забраться куда-нибудь повыше и окинуть взглядом весь город. И для этой цели тут как нельзя кстати Торре Латиноамерикано. Значит, это первый небоскреб Мексики, и когда его достроили в 50-х, он по своим размерам уступал только небоскребам США. Тогда еще большие дядьки из Сингапура и Дубая в эту игру не вступили. Уникальность этого здания в том, что это вообще первый небоскреб в истории, который построили в активной сейсмической зоне. И за свою историю он пережил прям 2 серьезных землетрясения, когда вокруг рушились здания, а этот малыш остался невредимым. По современным меркам Торре Латиноамерикано не такой уж и высокий, всего 180 метров или 45 этажей. Но он сильно выделяется в городе за счет того, что это единственная высотка в историческом центре Мехико. Но меня это здание прежде всего интересует не как архитектурный объект и не как историческое достояние, а, конечно же, как первоклассная закатная таймлапсишная. По правде говоря, когда я только поднялся на самый верх, я подумал, что это будет апогей всех фиаско этого дня, потому что хлынул очень мощный ливень. Но на деле это было большой-пребольшой удачей, потому что, во-первых, он закончился довольно быстро, а во-вторых, прибил смог, который обычно висит над городом, и позволил лицезреть вечерний Мехико, как говорится, на максимальных настройках графики.
Несмотря на, мягко говоря, не самое удачное знакомство, Мехико-Сити все-таки впечатлил меня своим масштабом и разнообразием. Но все эти обломы не сильно выбили меня из колеи, потому что этот день был по сути одной длинной пересадкой перед завтрашним утренним рейсом на другой конец Мексики. Пока у нас тут небольшая задержка на взлете, пару слов о том, как мы искали билеты на этот перелет. Над Мексикой каждый день летает просто огромное количество внутренних рейсов от разных авиакомпаний. И смотреть каждую из них отдельно было бы занятием крайне нетривиальным. И тут нам опять на помощь приходит то, что на онлайн-агрегаторе TripMyDream есть очень много разных онлайн-продавцов и авиакомпаний со всего мира. Поэтому даже в неизвестной вам стране вы найдете то, что вам нужно. Но для того, чтобы подобрать самый подходящий для себя перелет, нужно немножечко ему помочь и воспользоваться фильтрами. Для того, чтобы найти тот самый подходящий по плану вылет из Мехико-Сити, я сначала исключил все варианты с пересадками, а затем указал время прилета на раннее утро для того, чтобы не терять день путешествия. А если вы ищете международный перелет из Европы, то очень кстати будет фильтр, который исключит все британские аэропорты на пересадке, потому что там может понадобиться отдельная транзитная виза. В общем, фильтр в результатах поиска — это крайне полезная штука. Ну а ссылка на сайт TripMyDream и их приложение под iOS в описании к видео. Но мы тем временем уже взлетели в Мехико и движемся в самый южный штат страны под названием Чиапас. Он соседствует с Гватемалой, и природа тут почти такая же богатая. Много зеленых джунглей, глубоких рек и шикарных водопадов. Вот это чудо, например, система каскадных водопадов под названием Эль Чифлон. Самый высокий его участок достигает 120 метров. И он является одним из ярких примеров того, почему штат Чиапас, по версии самих мексиканцев, по крайней мере так пишут в интернете, самый красивый штат всей страны. Здесь довольно зеленая и гористая местность, но при этом, находясь южнее полуострова Юкатан, штат не имеет выхода к Карибскому морю и, соответственно, такого потока американских туристов, поэтому штат довольно бедный. И мы сразу с аэропорта движемся смотреть его, наверное, главное природное достояние — каньон Сумидера. Нас вот встретили на таком микроавтобусе, и мы едем прямо туда после того, как поедим в придорожном кафе. Придорожное кафе в самом бедном штате выглядит очень по-домашнему. Небольшая кухонька, меню дня от руки по фиксированной цене и, конечно же, самообслуживание. Свою тарелку пахучей мексиканской еды и чипсов начо уносишь за стол самостоятельно. Слушайте, ну пока что вот это мексиканское хрючево в придорожной кафешке в Чиапасе — это самое вкусное, что я пробовал в Мексике. Здесь мясо довольно острое, но не выжигающее, бобы, рис и вот жареные бананы. Приятно, когда штат встречает вкусной едой. В цену, кстати, включен еще холодный компотик, как у бабушки. Некоторые вещи проходят сквозь границы и культуры. Мы заглянули в Чиапас всего на 2 суток, и арендовать машину на это время точно не было смысла. Поэтому мы забронировали себе однодневный тур с водителем и экскурсией по каньону. Но с этим вышел очередной небольшой облом. Но об этом чуточку позже. Пока что мы, ничего не подозревая, прибыли на лодочную станцию реки Грихальва. Отправляясь с неказистого причала на лодке полной туристов, я даже не подозревал, что нас ждет одно из самых эпичных природных зрелищ, которые я видел в жизни. Каньон Сумидера начинается с относительно невысокой секции с джунглями и болотистыми берегами, в которых скрываются самые разнообразные животные. Например, хищные ястребы, не менее хищные речные крокодилы, которые выбираются на камень погреться и выглядят как чучело. А на ветках над лодкой висят вот такие милейшие паукообразные обезьяны. Вся территория вокруг — это национальный парк, поэтому зверушки под надежной защитой государства. Но, думаю, лучше государства их защищают неприступные стены этого каньона. И чем дальше мы движемся по реке, тем выше и круче становятся его обрывы, иногда доходя до километровой высоты и начисто перехватывая дыхание. Сумидера – ровесник знаменитого Гранд-каньона в США. Они начали свою каньонную карьеру примерно в одно время 70 миллионов лет назад. Только вот за счет влажного тропического климата мексиканский коллега гораздо более зеленый и местами похож то на заставку макбука, то на кадры из какого-нибудь парка юрского периода. И тут я, пожалуй, дам вам немного отдохнуть от моей болтовни и проникнуться этими кинодекорациями.
И вернемся к болтовне. Любопытно, что до 70-х годов прошлого века тут было гораздо меньше воды и много крутых порогов, поэтому спокойно проплыть на лодке было невозможно. Но потом ниже по течению реки Грихальва построили гигантскую дамбу, которая, кстати, входит в десятку самых высоких в мире. Уровень воды поднялся, и теперь можно вот так спокойно рассекать и разглядывать причудливые формы, которые сама природа сделала на этих скалах. Мы сейчас заехали в какой-то офигенно красивый грот, в котором стоит статуя Девы Марии, но я нифига не понимаю, что это и почему оно здесь, потому что гид у нас оказался на испанском. В общем-то, это и было единственным обломом этой экскурсии. Мы специально переплатили за тур для того, чтобы получить англоязычного гида. Но в итоге не поняли ни слова из того, что нам рассказывали об экосистеме, о природе и в целом о достопримечательностях Сумитера. Но место настолько красивое, что, возможно, даже к лучшему, что мы не слушали гида и просто смотрели на эти масштабы. Но с туроператора я все равно буду сбивать деньги. В итоге даже части денег от туроператора получить не удалось, потому что якобы в цену тура входил не гид, а водитель со знанием английского языка. В общем, такой вот туристический бизнес по-мексикански. Но зато он быстро и понятно довез нас до конечной точки нашего тура – города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. И сразу небольшая справочная по этому городу. Здесь, в горах штата Чиапас, на высоте 2200 когда-то было много майянских поселений. Но в 16 веке тут случились испанцы и построили город Сан-Кристобаль, который с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. И да, это очередной колониальный город на нашем пути с соответствующей застройкой и архитектурой. Но он не совсем обычный. Во-первых, он относительно большой, тут живет в районе 150 тысяч человек. А во-вторых, тут огромный процент коренного населения из племени майя, со своими нравами, традициями и соответствующим колоритом. Во время прогулки по городу и изучения этого колорита мы заскочили в небольшой ресторанчик пообедать, и там познакомились с владельцем заведения, который переехал сюда из центральной части Мексики. С ним мы немного подискутировали о том, что же все-таки делает этот штат и его жителей такими аутентичными. Their traditions don't allow to receive or to being welcoming to all that comes from the outside, like the industry, the modernity. Такая вот частичная антииндустриализация и создает пресловутый колорит. Но при этом делает Чиапас в целом довольно бедным. И местные делятся на тех, кто имеет с приезжих свои барыши, и тех, кто не очень рад туристизации города. Seeing it in the romantic way, I'm gonna lose my identity. Okay? So basically they have their identity, and that's why they're attracting tourists. Exactly. And they're not happy about that. Exactly. Yes, yes. That's complicated. It's very complicated because also with the politics, the law doesn't apply at 100% to them. In these towns where it's a daily combination of indigenous and non-indigenous Mexicans. Okay, we all are Mexicans, but it's supposed that the law, the official law, Mexican Constitution applies to all of us. Yes, but they have their own law. But they are. How it's called? Usos y costumbres. Usos y costumbres – это неофициальный свод локальных правил и обычаев коренных жителей. И это тут довольно важная штука. В 1994 году тут против государства вспыхнуло восстание леворадикального движения Сапатиста, одним из требований которых была как раз-таки возможность соблюдения этих Usos y costumbres. В общем, к вопросу идентичности и наследия тут относятся довольно серьезно. Но мы вернемся к вопросу исследования города. Идешь себе, значит, спокойно по местному рынку, а тут оп, рыбаки какую-то красивущую испанскую церковь в сеть поймали. Это церковь Санто-Доминго, и ее супер детализированный фасад сейчас реставрируют, чтобы он осыпался чуть помедленнее. Она одна из главных исторических памяток города и одна из очень многих церквей, которые тут понастраивали с 16 по 19 век. И если вы любитель поглазеть на такую архитектуру, то город вам точно зайдет.
но при всей своей антикварности Сан-Кристобаль порадует и любителей урбанизации. Я прям реально кайфую от того, как в этом городе в старые здания вписаны всякие современные штуки. Магазины, рестораны и вот это вот все. И речь не только о базовых туристических потребностях вроде гостиниц и ресторанов. Город вполне приспособлен к жизни современных миллениалов. Тут вам и веломастерские с барбершопами, и магазины для скейтеров, и даже, что было для меня самым большим сюрпризом, довольно неплохие коворкинги для всяких удаленщиков и фрилансеров. Один из них встречает маленьким зеленым двориком, уютным кафетерием и целой кучей комнат, которые можно арендовать себе на долгий срок. Не Кремниевая долина, конечно, но все чисто и уютно, с легким налетом того самого местного стиля. В общем, чем не место, чтобы перезимовать всяким боящимся снега айтишникам. И такие вот современные блага в старинной обертке тут встречаются на каждом шагу. Здесь вот так вот просто в обычном колониальном здании находится одновременно какая-то студия графического дизайна, вот ребята работают, и с другой стороны вот помещение одного из самых необычных магазинов, что я видел. Тут и секонд-хенд со всякими спортивными шмотками, рядом магазин пластинок, причем выбор довольно неплохой, я вам скажу. Тут же на полочке продают крафтовое пивко, не пробовали, наверное, норм, судя по этикетке. И вообще вокруг куча всяких хипстерских атрибутов, и все в целом очень и очень стильно. Прям от штата Чиапас такого точно не ожидал. Кстати, любви к стильным винтажным штукам у мексиканцев хоть отбавляй. И она проявляется не только в виде таких вот стильных магазинов. А еще в этом чудо-городке, наверное, самая высокая концентрация жучков. Вот в смысле, Volkswagen Жук — это народный мексиканский автомобиль. На нем тут ездят практически везде, как у нас на каких-нибудь Жигулях. Так вот, этих жучков здесь больше всего, чем где-либо, где мы были в Мексике. Вот один стоял запаркованный. Проходим буквально 20 метров. И стоит вот второй, буквально такого же цвета. В общем, ну классно. Я не могу назвать себя каким-то автофетишистом, но от такого количества жучков на улицах глаз невольно радуется. Они тут разных цветов, годов выпуска и состояний. По одним уже давно плачет свалка, а другие выглядят так, будто в них вложено много хозяйской любви и денег. И пока мы разглядывали этих насекомых на улицах, природа изволила напомнить, что тропический климат – это далеко не всегда солнышко. Сан-Кристобаль внезапно накрыло настоящим тропическим ливнем, и мы от него спрятались в таком вот аутентичном заведении. Здесь, судя по всему, раньше был дворик, и, судя по орнаментам на стенах, в нем, возможно, хранили кукурузу. И здесь подают фирменное здешнее блюдо – это курица в соусе из какао. Вообще у майянцев какао и шоколад всегда был особым, даже где-то священным продуктом. Его использовали во всяких церемониях, а сейчас используют вот для приготовления еды в местных ресторанах. И на вкус это как будто курицу приготовили в большом количестве горького какао. В принципе, нормально, не так дико, как я ожидал. С этими музыкантами, которые ни с того ни с сего начали играть, у меня произошла чисто мексиканская ситуация. Значит, обычно им дают чаевые за то, что они играют. Но тут они просекли, что я хочу сказать пару слов на камеру, и поняли, что деньги можно получать и за тишину. Возможно, в нем хранили кукурузу, судя по орнаменту. Судя по всему, орнаментам на стенах. И мы заказали здесь местный... И это был единственный мой такой мини-облом в Сан-Кристобале. В остальном город полный восторг. Мне кажется, именно так и выглядит Мексика, о которой с восторгом отзываются путешественники. Мы провели в этом чудо-городке 1,5 дня. Заглядывали в разные дворики, пробовали уличную еду и смузи на рынке. Кстати, не очень советую, они добавляют какую-то очень горькую траву и наливают это все в кулечек. Пить его довольно мерзко. В Мексике иногда лучше употреблять что-то более знакомое. В общем, за такой гастропрогулкой время выселяться из отеля подкралось незаметно.
Честно говоря, когда мы сюда ехали, я был немного в пригруженном настроении, потому что до этого мы провели 2 суток в дорогах, на самолетах и на машинах. И у меня были такие мысли, мол, мы в каждой части нашей поездки останавливаемся в каком-то колониальном городе. В штате Юкатан это был Вальядолид, в Гватемале это была Антигуа. И, мол, что мы здесь нового для себя увидим, зачем мы сюда едем. Но приехав сюда, я реально кайфанул. Взять хотя бы вот этот вот отель, в котором мы остановились. Здесь огромное количество деталей, и при этом нет этой музейщины, которая делает пребывание здесь некомфортным. Ну и, конечно, меня в отелях всегда подкупает наличие выхода на крышу. Доступ к террасе на крыше был как нельзя кстати для того, чтобы драматично окинуть взглядом город на прощание и направиться к выходу. Но больших сожалений о том, что мы будем уезжать, я не испытываю, потому что мы движемся в сторону Тихого океана. Прямого перелета к нашему месту назначения отсюда нет, но хорошо, что в Мексике отличная сеть автобусов, на одном из которых, собственно, мы и поедем к Тихому океану. Хорошие новости, он будет ехать без остановок, плохие новости, он будет ехать всю ночь, а штат Чиапас это не самое безопасное место для автомобильных путешествий ночью. Но надеюсь, что на автобусы эта опасность никак не распространяется. Ночной автобус, который будет ехать 11 часов, стоит ни много ни мало почти $50 и включает лишь базовый набор удобств. Крохотный телевизор с фильмами на испанском, уборную и возможность чуть-чуть откинуть спинку кресла и худо-бедно подремать, если вы, конечно, везучий обладатель среднего мексиканского роста. Короче, 11 часов здесь. Это вам не бизнес-класс Turkish Airlines. В общем, мы кое-как вывезли в этом автобусе от заката до рассвета, и я смело могу сказать, что наша остановка стоила каждой минуты. Это Пуэрто-Эскондидо, небольшой город на берегу Тихого океана, чье название дословно переводится как «скрытый порт». История этого города отдаленно напоминает канкунскую. Долгое время тут не было никаких поселений, потому что по суше эта земля была крайне труднодоступна. А гавань использовалась как перевалочный порт при транспортировке кофе. И прорыв случился примерно тогда же, когда и в Канкуне, в 60-70-х. Тут построили трассу, которая соединяет это побережье со знаменитым курортом Акапулько. И сюда по этой трассе завезли серфинг. И это, наверное, лучшее, что могло случиться с этим городом. Здесь находится знаменитый пляж Зикателла, который за счет своих больших волн, иногда достигающих 20 метров, стабильно входит в топы лучших спотов мира и принимает соревнования самого высокого уровня. Но за счет большой протяженности береговой линии тут есть и пляжи попроще, так сказать, для простых смертных серферов. И самое главное, что это место не так раскручено, как Бали или Гавайи, и его смело можно называть не мейнстримным и даже местами такой себе локальной тусовкой. А в отличие от Канкуна, который на дрожжах государственного финансирования и наплыва пляжников вырос до миллионного населения, тут на постоянной основе живет всего около 50 тысяч человек. И развивается Пуэрто-Эскондидо не то чтобы очень быстро. Город пока что очень неплотно застроен, есть много вот таких вот зеленых пробелов, которые отгорожены колючей проволокой, мол, частная собственность, когда-нибудь что-нибудь построим. И за счет этого он выглядит очень воздушно и просторно. Тут мало кто решается инвестировать в огромные бетонные коробки отелей. Навскидку тут есть парочка пятиэтажек, и на этом все. Судя по всему, земля тут не пользуется большим спросом, поэтому буквально в 10 метрах от пляжа можно встретить вот такие сараи. Но для путешественников тут огромное количество жилья на любой карман. От совсем бюджетных комнат, которые можно снять у местных, до вполне инстаграмных частных вилл с соломенными крышами с вот таким видом на закатишную. О закатишной поговорим чуть позже. Мы же выбрали среднее арифметическое, одну из небольших гостиниц, совмещенную с серф-школой. И давайте очень быстренько покажу вам, какая приятная атмосфера поджидает внутри. На входе сразу встречает доска, где мелом расписаны все полезности, цены и список постояльцев по комнатам. Чуточку дальше летний душ и парковка для досок. На втором этаже комнаты для гостей, вот такая вот уютная общая кухня и столовая и замечательная зона отдыха.
Под крышей еще парочка номеров и вишенка на торте. На чердаке вот такой совершенно потрясающий зал для занятий йогой. В общем, все, что нужно, чтобы надолго осесть возле океана. Эту серф-школу и по совместительству отель я нашел по отзывам в интернете. И это место прям пышет такой, знаете, атмосферой позитивной коммуны людей, которые съехали сюда со всего мира с одной единственной целью – научиться кататься на доске по волнишкам Тихого океана. До волнишек мы еще обязательно доберемся. Я же хотел еще немного поделиться моими впечатлениями от всего этого тропического хюгге. Даже просто находясь в этом серф-логове вместе с остальными, я вот реально ощущал себя в своей тарелке. И очень хочется верить, что все это делалось не только ради заработка, но и ради культивации всего этого океанического движения. И у них это, пожалуй, получается, потому что все гости тут, вне зависимости от пола, возраста и национальности, прежде всего серферы. Обладатель этой чудесной трофейной наклейки на термосе, Маурицио, менеджер школы. Он переехал сюда из Юкатана и, судя по всему, ни разу об этом не пожалел. I was very lucky to surf a lot during the quarantine without people in the water, but I pushed a bit too hard. Now I got a little injured, but nothing serious. Just taking a break too. And what do you do here while not surfing? We party a lot. We eat great food and watch surf videos. Yeah. And also one of my hobbies, one of the things that I love the most in my life is taking surf photography. I had a chance to spend hours and hours in Cicatela, the third best beach break in the world, just shooting crazy people, crazy waves, and yeah. So you enjoyed a lot? I love it. Yeah, surf photography, it's definitely my thing. Which countries do you have people coming from the most? We have people from all over Europe. We have a lot of Germans, a lot of French, and since this January, a lot of Ukrainians. A lot. And who has the best surfing girls? The best surfing girls are definitely the Ukrainians. Yeah, they're great surfers. Yes. И для того, чтобы полностью раскрыть атмосферу, покажу вам мой типичный день в Пуэрто-Эскондидо. Ты встаешь пораньше, оформляешь себе зожный серферский завтрак и обязательно на стильном транспорте, мотоцикле или хотя бы пикапе отчаливаешь с другими учениками и инструкторами на пляж, пригодный для обучения. Индивидуальное занятие с инструктором стоит в районе $30. И это, как по мне, очень недорого, потому что они пару часов безвылазно проведут с вами в воде. Иван – один из самых опытных сенсеев в нашей школе. До инструкторства он работал на этих пляжах спасателем, поэтому очень подробно и пошагово начал обучать меня премудростям. Для начала, как правильно выгребать на лайнап. Это место, где сидят все серферы и ждут свою волну. Затем, как спокойно и смиренно ожидать ту самую волну, которая будет вам по размеру, и параллельно наслаждаться величием и красотой океана. Спустя какое-то время вы, наконец, высматриваете подходящую волну на горизонте, и ты отправляешься в неравный бой со стихией. А если быть чуть более точным, то со своей неуклюжестью. Через достаточное количество падений, столкновений с такими же серф-чайниками и, конечно же, выгребаний обратно на лайнап, ты в конце концов ловишь свою первую белую волнишку. Белой она называется, потому что она уже сломалась и состоит в основном из пены, и ехать по ней намного легче. А как только у тебя начинает более-менее получаться на маленьких, но правильных зеленых волнах, океан, как в пиратских легендах, берет что-то за это взамен. Это, если что, была моя GoPro-шка со всем вторым днем съемки. Бывает. По приезду домой ждет пачечка бытовых вопросов и куча свободного времени, которое правильнее всего будет потратить на всякие разные упражнения для того, чтобы завтра выйти на бой с океаном чуточку сильнее. Но это, конечно же, мои влажные физкультурные фантазии. На практике в первые дни доска, соленая вода и солнце настолько надругаются над вашим организмом, что сил останется только на то, чтобы лежать в желеобразном горизонтальном положении. И, конечно, ждать лучшего времени дня. Я думаю, нет смысла рассыпаться в эпитетах для того, чтобы убедить вас, что закат на океане – это балдежные высшие пробы. Люди по новой подтягиваются на пляж для того, чтобы выгулять своих животных,
И, конечно, досерфить то, что не досерфили с утра. И мы тоже выползли из отеля для того, чтобы впитать в себя эту атмосферу. И, конечно же, притащили с собой камеры и дроны, потому что это просто идеальный свет для съемок. Каждый раз, когда я думаю, что как-то многовато беру с собой камер в путешествие, кто-то приходит на пляж с Ронином и Редом для того, чтобы снимать travel-блоги. Это меня успокаивает. И вы знаете, тут я начинаю понимать Маурицио. Даже просто наблюдение и съемка серфинга доставило огромное удовольствие. Что уж говорить и о самом процессе. В общем, мне однозначно зашло, и я хотел бы повторять это как можно чаще. С наступлением темноты и, что самое важное, прохлады, в городе включается ночной тусовочный режим. И улицы становятся немного более оживленными. Настолько немного, что в некоторых заведениях даже вырастают очереди на вход. Ты не спеша прогуливаешься себе по разным барчикам и ресторанам и, конечно же, пробуешь недорогую и потрясающую уличную еду. Мой чемпион – вот этот гигантский рыбный буррито с сыром. Это, наверное, по итогу самое вкусное, что я пробовал в Мексике. Короче, это место просто фантастическое. Мы когда с Борей планировали свою поездку на побережье Тихого океана, думали, останемся на пару дней в Пуэрто-Эскондидо, что-нибудь посерфим и поедем дальше смотреть другие города. Но как только сюда прибыли, поняли, что не вариант, просто бросили здесь якорь и 5 дней здесь вот были в этом режиме. И честно вам скажу, 5 дней это просто катастрофически мало. Сюда минимум на пару недель, а лучше на пару месяцев. И в этом контексте хотелось бы сказать пару слов о людях в Мексике, с которыми мы взаимодействовали, и о тех их качествах, с которыми наверняка придется столкнуться тем, кто приедет в эту страну. В большинстве своем те люди, с которыми мы пересекались, были потрясающе позитивными, с ними легко находишь общий язык, особенно здесь, в Пуэрто-Эскондидо, все серферы на всей этой веселой волне. Но все-таки есть при общении с мексиканцами несколько негативных аспектов. Первый – это такая общая ленивость и расслабленность. У мексиканской лени даже есть отдельный термин – это маньяна. В дословном переводе это значит «завтра». Яркий пример маньяны – это… Вот, например, прямо здесь, в Пуэрто-Эскондидо, Маурицио просто, немножечко провтыкал назначить нам урок на один из дней. И, пришлось этот вопрос решать на месте, но, осадочек остался. Иногда это просто уходит на позитиве, вы не ругаетесь, вы нормально к этому моменту относитесь, но иногда такие штуки прям реально бесят, и к этому нужно быть готовым. Второй момент – это то, что если человек связан со сферой туризма, то у него будет слишком острое желание либо выбить себе побольше денег, либо чаевых, либо просто где-нибудь немножечко проюлить. Тоже яркий пример был прямо здесь, в Пуэрто-Эскондидо. Здесь есть лагуна, в которой ночью местный планктон светится и создает такую иллюзию звездного неба, вот прям в озере, в котором вы находитесь. Мы, естественно, когда об этом узнали, сразу двинулись туда на ночную экскурсию, проехали час на машине, еще где-то 45 минут на лодке, для того, чтобы прямо посреди озера узнать, что, вообще-то, ребят, сейчас новолуние, слишком яркий свет, и поэтому вы ничего не увидите. Вот можете заплыть в палатку и попробовать там пошевелить руками, может быть, что-нибудь там, какой-нибудь планктон вы там увидите. Это не совсем тот опыт, который ты хотел получить, когда платил за это деньги. Мы отдали что-то по $25, сумма не такая большая, но больше жалко потерянного вечера. Это, как по мне, не совсем правильный подход к туристическому бизнесу. Что же касается моего общего впечатления от этого приключения длиной почти в месяц, то
Я безумно рад, что этому путешествию свершилось состояться. Мы проехали от дорогущего и супер туристического Канкуна сюда, в душевнейший Пуэрто-Эскондидо, посмотрели штат Чиапас, увидели гигантский Мехико с его невероятными масштабами и разнообразием. Конечно же, отдельным пунктом стоит Гватемала. Это не Мексика, но все-таки часть этого путешествия. Меня она впечатлила, наверное, больше всего. Эти вулканы, озера. Невероятная красота. Большое спасибо Turkish Airlines за то, что сделали мое перемещение сюда из Украины максимально комфортным. Конечно же, спасибо большое вам, что смотрите это видео и все другие. Я не знаю, сколько их в итоге там получилось. Наверное, все-таки их будет несколько. Но я погнал собирать вещи, потому что это один из последних моих дней в Мексике. И как всегда, увидимся в следующем видео. Фу, круто, что вы прошли со мной это путешествие по Мексике аж до самого конца. Как всегда, не забывайте там всякие ютубные штуки, подписаться, поставить лайки, скинуть друзьям. Этим вы, конечно же, поможете каналу расти. Вот. Ну все, до связи.